Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. У нас новая работа, это заготовка на сумку. Будем шить из джинсовых квадратов, из ненужных обрезков. Сделала шаблон 10 на 10, выкроила квадраты 6, 6, 6. И берем за основу любую ткань, ненужную ткань, она будет у нас скрыта. У меня размер 40 на 45, 5 сантиметров они у меня здесь лишние. Мы можем использовать флизелин, но я буду использовать паутинку. Нарезала полоски примерно 3 сантиметра и на каком-то расстоянии друг от дружки расположила. Вариант первый. Когда мы выкладываем из наших цветов рисунок, их можно пустить по горизонтали, по вертикали, может наискосок. Но у меня мои заготовочки будут лежать вот так. Сейчас выложу и вам покажу. Сначала я делаю центр, потом это все подровняется. Выложили серединку, и у нас остались пустые участки. Мы берем квадрат, делим его пополам, разрезаем, и как раз вот они наши треугольнички. Все сделали. У нас с вами остались уголки. Берем одну штуку, делим пополам и еще раз пополам. И вот наши уголки. На уголки делим квадрат на 4 части. Теперь наша задача все это проутюжить, чтобы наши заготовочки приклеились. Проутюжила. Если вы хотите сшивать ваши, пускать полоску, допустим, зигзагом, прошивать их, то вам надо делать захлест буквально 0,5 миллиметрика. Но у меня здесь будет проходить декоративная какая-то строчка. Еще не решила. Для отделки можно использовать брючную ленту, пряжу. Берете в 2 сложения и зигзагом прошиваете по шву. Репсовую ленту, атласную ленту. Можно сделать что-то свое. Вот так выглядит из брючной ленты. Выглядит как витражи. Также вы можете использовать готовую косую бейку. По ширине она вполне подходит. У меня только тут цвет черный. Но что атласная лента, что косая бейка, они атласные. Со временем у вас ткань эта начнет бахромиться. Если ваша джинсовая сумка будет вечная, то атлас, он будет весь в зацепках. И внешний вид будет некрасивый. Одна часть сумки уже сшита. Для более такого красивого разнообразия, чтобы не было пустых квадратов, я пустила декоративную стежку на свободном ходу. В темных квадратах я пустила желтую нитку, в светлых коричневую, вот в таких синеньких розовая, а отделку пустила из пряжи. Брала пряжу в 2 сложения, лапка для штопки, сверху пропускаем нить, она у вас внизу. Когда вы опускаете лапку, шьете, все, ваша нитка никуда не денется, вы шьете спокойно. Прошивала зигзагом. Так можно прошивать и с простой лапкой. Когда прошьем заготовку, нужно обязательно проутюжить. Я утюжила через мокрую марлю. Из простых квадратов получилась такая миленькая заготовка. Я еще не решила, какая у меня будет обратная сторона. Такая или другая. Но пошив сумки будет в другом виде. На этом все. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами была Валентина. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!